На правах модератора скажу буквально несколько слов. Во-первых, уважаемый Ермухамед Кабединович, уважаемый господин посол, мы рады приветствовать вас на площадке исторического факультета МГУ и нашего центра по изучению постсоветского пространства. Приветствовать одного из самых информированных и компетентных политиков, экспертов в Казахстане Ермухамеда Иртызбаева. Мы с особой радостью принимаем вас на историческом факультете МГУ, поскольку знаем, что в определенной степени для вас это тоже альма-матер. И ведь после окончания исторического факультета Карганинского университета Ермухамед Кабединович закончил аспирантуру исторического факультета МГУ. И в какой-то мере можно сказать, что вот этот наш общий дом, исторический факультет, непосредственно причастен к вашей впечатляющей карьере. И как директора КИСИ, как министра культуры, информации и спорта, и, естественно, как советника Нурсултана Абишевича Назарбаева. Вне зависимости от взглядов на какие-то политические моменты наших двухсторонних отношений, мы говорим с вами на одном языке в прямом и переносном смысле. Ценность этого общения трудно переоценить, поскольку ровно так же, как наши лидеры находят всегда общую точку зрения по самым сложным вопросам текущей повестки дня, также и политики, эксперты России, Казахстана, Беларуси должны иметь возможность в любой момент обменяться точками зрения, прояснить позиции, с тем, чтобы вокруг отношений как в двустороннем формате, так и в формате евразийского интеграционного проекта не возникали слухи и домыслы, которые чаще всего распространяют люди, не заинтересованные в укреплении наших отношений. Безусловно, за последние 2 года плотность контактов между Россией и Казахстаном во всех областях возросла, но одновременно возрастает и ответственность экспертов, медиасообщества с точки зрения правдивого и честного отражения этих сложных процессов, которые происходят сейчас в экономической и политической сфере. На мой взгляд, вот эти слухи, домыслы – это неизбежная болезнь роста. Динамика интеграционных процессов резко выросла за последние годы, и к этому нужно быть готовым не только инструментально, но и психологически, что получается, конечно, не всегда. Если относиться к этому процессу как к нормальному рабочему процессу, верно расставлять акценты в нашем диалоге, то я уверен, что Россия и Казахстан не только сохранят партнерские и союзнические отношения, но и смогут стать ядром, центром притяжения для соседей, как в Центральной Азии, так и в Каспийском регионе. И поэтому на правах модератора я обозначу 4 вопроса, на которые, впрочем, Ермухамед Кабединович может и не отвечать, если это не совпадает с его желанием осветить какие-то иные аспекты нашего двустороннего, многостороннего диалога. Но все-таки эти сюжеты представляются мне принципиально важными, и я их кратко обозначу. Первый и главный вопрос, Ермухамед Кабединович. Как вам видится перспектива российско-казахстанских отношений? В каком направлении в ближайшие годы пойдет диалог между Москвой и Астаной по всему спектру многостороннего сотрудничества? Второй вопрос. В чем причина столь острой реакции некоторых казахстанских политиков на предложение Сергея Евгеньевича Нарышкина обсудить вопрос о создании Евразийского парламента? Проблема в непринятии этой идеи или же вопрос тактический, в сроках, темпах, динамике создания наднациональных органов? Вопрос третий. Нужно ли нам, по вашему мнению, обсуждать вопросы общей истории России и Казахстана, в том числе в рамках периода 18-19 веков? Или же стоит оставить историю и научные изыскания тем, кто профессионально занимается этими вопросами, а на публичном политическом уровне использовать только сглаженную риторику, не дающую повода для каких-то конфронтационных комментариев со стороны, как я уже сказал, тех, кто не заинтересован в укреплении российско-казахстанского сотрудничества. И последний момент, перед тем, как передать слово Ермухамеду Кабединовичу. Как по-вашему, есть ли необходимость в создании постоянно действующей российско-казахстанской или российско-казахстанско-белорусской экспертной площадки, на которой специалисты 2 или 3 стран могли бы осуществлять постоянные коммуникации, обмениваться мнениями, в конечном счете приходить к общим позициям? Со своей стороны скажу, что ни одна такая экспертная интеграционная площадка, создаваемая за последние 5 лет, так и не заработала. Ни на московской площадке, ни на площадке в Астане или в Алмате. А мне кажется, что одна из причин недопонимания является как раз тот факт, что мы не знаем в полной мере те процессы, которые происходят в Казахстане. Если бы мы это знали, если бы мы имели больше информации, я думаю, что никаких проблем в двусторонних отношениях не возникало. За 20 лет независимости именно с Российской Федерацией у Казахстана сложились наиболее прочные, доверительные отношения, равно как и для России Казахстан
государство, которое является стратегическим партнером по многим вопросам военным, политическим, экономическим и так далее. Образцовые, я бы сказал, отношения. Поэтому, что касается перспективы, я могу сказать, перспектива только одна. Дальнейшая глубокая интеграция. И вчера перед вылетом сюда я говорил с руководством страны о том, что круглый стол предстоит в Московском университете. Наша конечная цель к 2015 году – создать прочный Евразийский экономический союз. Я акцентирую внимание именно на этом. Евразийский экономический союз. Почему? Потому что мы часто слишком сильно забегаем вперед. Я вот сейчас перейду сразу ко второму вопросу. Плюралистическое общество. Отдельные сенаторы, депутаты, лидеры национал-патриотического толка, они есть и в России тоже, они очень резко отреагировали на выступление спикера Государственной Думы, который заявил о необходимости создания Евразийского парламента к 2015 году. Хотя наш президент Рустам Абишевич Назарбаев, выступая год назад в российской газете, говорил о Евразийской парламентской ассамблее. Собственно говоря, я, честно говоря, даже не знаю, почему так болезненно отреагировали, потому что парламентская ассамблея СНГ, она работает уже многие годы, и никто никогда негативно не реагировал на вообще наличие парламентской ассамблеи СНГ. Я думаю, что с учетом опыта Евросоюза мы должны избежать многих ошибок в будущем Евразийском экономическом союзе. Я имею в виду то, что Европарламент, допустим, в Евросоюзе, он не имел того функционала, который бы позволил бы избежать очень многих ошибок, особенно в эмиссионной политике, связанной с кризисом еврозоны в целом, и так далее. Поэтому я лично, с точки зрения будущих наднациональных органов, смотрю положительно на этот момент. Каков будет механизм выборности Евразийской парламентской ассамблеи, это уже вопрос другой. Либо прямые выборы, либо национальные парламенты могут делегировать часть депутатов, либо избиратели России и Казахстана могут уже внести соответствующие поправки в закон о выборах с тем, чтобы выбирать депутатов, которые бы координировали законодательное и нормативно-правовое поле. Я вам сейчас скажу, что в рамках Таможенного союза ежедневно возникает очень много проблем, административные барьеры по-прежнему не сняты. Если российская и белорусская товарная продукция широко хлынула на казахстанский рынок, то наша казахстанская продукция, она постоянно сталкивается с многочисленными административными барьерами. Вроде бы убраны все пограничные пункты, главы государств подписали, с 1 января работает единое экономическое пространство, тем не менее ежедневно многочисленные жалобы казахстанских бизнесменов поступают в наше правительство, те люди, которые в правительстве отвечают, в Евроазийскую экономическую комиссию шлют жалобы о том, что таможенный союз, он испытывает определенные трудности. Поэтому до тех пор, пока мы не наладим на должном уровне с точки зрения эффективности работы таможенного союза, говорить о новых наднациональных органах, я думаю, это будет большое, такое слишком забегание вперед, и оно вызовет только раздражение и отторжение от Евразийского союза. Наш глава государства обозначил принципы Евразийского союза: это добровольность, открытость, рыночная эффективность, потому что только на этих принципах новые участники захотят войти в Евразийский союз. Я знаю, что и Кыргызстан, и Таджикистан стремятся войти сейчас уже в таможенный союз. Смотрел я как-то социологический опрос 15 тысяч респондентов в российской бизнес-газете 28 октября этого года. Меня поразили эти факты. Были опросы, проведены в Армении, в Грузии, в Молдове, Украине и ряде других постсоветских республик. Подавляющее большинство, больше половины,
даже в Грузии 55% хотят вступления страны, значит, в таможенный союз. Потому что за год работы резко увеличился товарооборот. Почти на 30%. 21 век – это век крупных транснациональных корпораций и крупных межгосударственных объединений, типа Европейского Союза, НАФТА, Северной Америки. Кстати, тоже интересный опыт. Единая свободная экономическая зона Мексики, Америки и Канады без каких-либо административных надстроек и работает достаточно эффективно. Ну, конечно, экономика номер один в мире, но тем не менее нет там никаких административных надстроек. У нас сейчас, как вы знаете, Евразийская экономическая комиссия работает. Она работает здесь, в Москве. Поэтому, отвечая на ваш второй вопрос, я так скажу, что наш глава государства год назад озвучил эту идею создания Евразийской парламентской ассамблеи. Я думаю, с точки зрения перспективы российско-казахстанских отношений, когда вопрос созреет, то мы можем более детально, конечно, обсудить этот вопрос. Что касается общей истории, я вообще за то, чтобы историей занимались профессиональные историки. Здесь очень интересен опыт западноевропейских стран. Я недавно был в Страсбурге, выступал на Всемирном форуме за демократию в октябре. И с удивлением узнал, что Ангела Меркель и бывший президент Франции Саркози, они договорились, что учебники истории во Франции и Англии должны быть совершенно одинаковыми, чтобы французская и немецкая молодежь изначально знали имели одинаковое прочтение хотя бы истории 20 века. Почему? Потому что это не просто сближает народы, это не просто дает очень мощную такую жизнедеятельность для европейского сообщества, для Европейского Союза. Это снимает массу вопросов. И вот третий вопрос, который вы задали, он на самом деле очень актуален. Европейцы к этому пришли. А мы жили некогда в единой стране, и сейчас, если взять учебники 15 постсоветских республик, то я вам определенно точно могу сказать, что они написаны диаметрально часто противоположном направлении. Это очень печально. Что касается создания казахстанско-белорусско-российских экспортных площадок, то, вы знаете, они вообще на самом деле есть уже. Особенно бизнес-сообщества очень много работают в этом направлении. Я знаю, именно казахстанские бизнесмены выступили инициаторами создания казахстанско-российско-белорусского экспортного бизнес-сообщества. Вообще я постоянно акцентирую внимание на этом вот словосочетании бизнес-сообщество. Почему? Потому что именно предприниматели, бизнесмены должны сыграть решающую роль в создании Евразийского экономического союза. Мы не должны повторять ошибок прошлого, когда политика всегда шла впереди экономики. Когда политические решения определяли экономику,